Девочки мои дорогие, мои родненькие. Ой, как вы там после этой ночи, Господи, нет слов. Всем вам сочувствую, мои дорогие, правда, от всего сердца. У нас сегодня суббота, целый день прошел просто одни встречи, одни дела. Пришел муж вот вечером, сегодня вообще как не выходной, знаете, как не суббота. И он сегодня целый день занят, и я точно так же. Пришел, говорит, что наши знакомые приглашают там вечером куда-то там сходить, не знаю куда. Вот быстренько собралась, чуть-чуть себе фейс подмарафетила, вот, и куда-то идем. Сейчас уже, слава богу, почти 7 часов вечера. Даша поехала с друзьями в Брюссель, там уже начинаются эти ярмарки рождественские, красивые. У нас сейчас, не знаю сколько, Валер, такое ощущение, что градусов 15, ну тепло не вообще, но сыро, видите, как сыро, очень тепло, очень. Вот, но со следующей недели будет опять падать там до 4, до 5. Марк пошел в зал сегодня после 10-дневных прогулов с этим кашлем. Вот, и мы вот это тоже. Одна мама у нас на хозяйстве. Вот, и мы тоже. Я вам скажу, погода вообще суперовая. Можно было бы вот сегодня тоже поехать в центр. Я думаю, что здесь в Антверпене тоже уже ярмарка по-любому началась. Но, с другой стороны, весь декабрь они еще будут, поэтому ничего страшного. А завтра будет воскресенье, здесь же все закрыто, а завтра будет все открыто. Потому что из-за того, что вчера была Черная пятница, здесь воскресенье тоже делают. Это я представляю, что, наверное, разрывают магазины. Потому что здесь и так по выходным там ужас. Массовая просто атаки массовые. А со скидками так то вообще. Вот, так что такие дела. Погода вообще никак. Не зимняя, не рождественская. Вот это только красиво украшенные окна. Напоминают, что скоро будет праздник. Девочки, у нас уже следующий день. У нас сегодня воскресенье. Я приехала на МР. Вот там сделала свои дела. Приехала на МР. Хочу зайти в вот этот магазин, который я вам когда-то показывала, Christmas. Вот. И хочу все же посмотреть дерево, которое мне тогда понравилось. Не знаю. У меня, конечно, такое предчувствие, что их уже разобрали. Потому что времени прошло достаточно. Вот этих пятниц уже черных было уже много. И выходных, как бы, ну ладно, как будет. Вот, но хочу посмотреть сейчас. Если найду, купить. Я уже подумала, что у меня, как всегда, какие-то провалы в памяти. Думаю, ну вроде же было возле выхода из метро. В итоге их тут, этих выходов миллион. Вот. Потому что там вышло. Нет, думаю, что такое? В итоге вот он. Просто возле другого выхода. Вот что-то такое я хочу, только в коричневом цвете. Белое не хочу. Хочу, чтобы было натуральное. Так. Вон там в конце. Смотри, какая красота. Девочки, посмотрите. 4 евро один. Ну, не дешево. Посмотрите, какое совершенство. Господи, как же все красиво. Как же все красиво. Мне нравится сейчас тренд. Вот эти вот сосульки. Все в сосульках. Огни и сосульки. Типа хрустальные. Нет, не дешево здесь. Вот эти домики, я вам скажу, в экшене один в один. Ну, бренд, понятно, другой. Просто другая этикетка стоит по 2-3 евро. Ну, максимум 5, ну не 10. Ну, не 10. Так, я надеюсь, цена. Я надеюсь, цена осталась прежняя. 60 евро стоит вот это дело. Вот это дело стоит 80 евро. Так, 150.
150, но я уже не вижу 150. Ага, вижу, вот. Дерево 150. Блин. Начинается у меня выбор, как всегда. 80. Ну, это маленькая вообще ни к чему, за 40. Может быть, что-то еще посмотреть. Мне как будто бы, знаете, как недостаточно огоньков. Почему так? Я не мечтала, а теперь, когда пришла, и вот я его увидела, 150 сантиметров, это вот оно. Легонькое. Ладно, я сейчас возьму и похожу, посмотрю, что можно еще придумать другое. Ой, вот начало все падать почему-то. Ладно, пройду сейчас, посмотрю, что тут еще есть. И вернусь, если что. Может быть, просто ветку красивую купить. Какую-то вазу поставить. Или какую-то другую, может быть, альтернативу. Венок вот такой я хотела. На стол положить. Хотела, знаете, сюда свечу. Или елочку, которая у меня есть. Бляха-муха, ну 30 евро. Может быть, тут дешевле. Ну, тут дешевле, да. Это такие... Ого. Ну, цена 18 евро. Смотрите. Можно что-то красиво украсить. И уже сразу вот с огоньками. Вообще, очень удобно. Но я бы хотела что-то просто поставить в этот... вазу, какую-то ветку. Где они тут? Ага, вот, смотрите. Ставишь вазу и все. И радуешься жизни. А то у меня стоит сейчас осенняя композиция. А вот смотрите, как красиво. А у меня есть дома такая, между прочим. Вот корзина. Девочки, какие красивые украшения. Просто глаза разбегаются. На самом деле игрушки, ну просто на разный вкус и цвет. Такой выбор, что ну нет слов. В любых цветах, в любых оттенках. Очень красиво, очень-очень. Вот этот предновогодний, предрождественский период, он, конечно, самый волшебный, мне кажется, в году. У меня лично таких ощущений просто нет даже в преддверии своего дня рождения. Если честно, да, большой праздник — это Пасха, но мне кажется, все равно Рождество, оно, конечно, невероятное и дарит и взрослым, и детям вот эти вот ощущения приближающегося какого-то чуда. Вот каждый год ты ждешь ощущения какого-то чуда, вот, которое, собственно, впоследствии ниоткуда-то и не появляется, и проходит Новый год, и живем мы как прежде, вот, но все равно этот период, он прекрасен.
Надо будет как-то приехать сюда вечером. Нам вчера знакомые предлагали, но это уже было уже 10 часов. Я уже совершенно не захотела никуда ехать, потому что на этой неделе уже в Антверпене поставят ярмарку, и тогда уже будет смысл ехать, конечно же, и смотреть и любоваться. Вот, ну, тем не менее, красиво. Сейчас сереет, и уже включили все огни. Конечно, нет того эффекта, как ночью, но тем не менее. Тем не менее. Хотелось бы капельку снега, хотя бы капельку. Но это напрасная затея его ждать. Так, я купила все же это деревце, купила 150 сантиметров. У меня был соблазн, я уже взяла было 180, а потом такая и спустила их все по очереди на пол. Посмотрела, какого они роста, каждый из них. Примерно представила у себя дома. И поняла, что даже 1,80 м это будет просто ни туда, ни сюда. В нашей комнатушке, в этой, как там, где наша вот студия, да, допустим, вот салон это называется у них, как бы кухня, совмещенная вот с этой зоной отдыха, называется салон. Что будет слишком оно, наверное, высокое, большое, оно ни к чему. Вот его еще куда-то нужно поставить, чтобы оно не мешало и было красиво. Вот, поэтому я покрутилась, походила и взяла, вернулась потом 1,50 м и решила, что это будет вообще самое то. Какой красивый, гляньте, каскад огней. И смотрю, все больше везде именно теплый, теплым украшено. Красота какая. Все такие с пакетами, все с покупками. Так классно. Вообще такое настроение из-за этого. Девочки, бриллианты. Знаменитые антверпеновские бриллианты. Как я вам уже говорила, здесь целый квартал. Огромный квартал одних бриллиантов. Смотрите, вон какая красота. Ох. Вот они. Лучшие друзья девушек. Значит, целый квартал. Тут, мне кажется, если есть цель, ну, как бы хочется купить, нужно. Это можно, не знаю, здесь такой ассортимент, конечно, смотрите. Сколько, я не знаю, здесь на витрине оригиналы, не оригиналы. Девочки, ну вот такая вот моя затея. Мастила, перемещала я это дерево, боже мой, по всей комнате. В общем, в итоге вот это вот вариант самый такой удачный. Вот, мне нравится. Ну, в принципе, на самом деле, если честно, смотрится как-то уютнее. Во-первых, теплые огоньки, а у вас они почему-то холодные. Вот, теплые. И вот здесь тоже красота. Вот такие вот елочка, вот такие вот свечи. Вот эту свечу я купила в Дашоньке, она просто поехала с друзьями встречаться и просто забыла у меня. Вот. Я покупала две, думала, какую одну нам, одну ей. Вот. И какую она там выберет себе. Она выбрала елочку. Я так вам, чтобы показать. Вот, девочки. Вот такая вот моя идея. И я скажу вам, мне очень нравится, потому что елку не финансово, то есть это здесь очень недешево, я вам скажу, это где-то за 150 евро, это такие маленькие, ну такое себе, знаете, красивые елки, соответственно, очень как бы дорого стоит, плюс украшения, плюс это, ну к чему оно, знаете, здесь. Вот. А вот это вот, она складывается потом, знаете, ровненько, вот так как елки обычно, в коробочку и все. Очень легкая, можно будет, если что, легко ее перевести. Вот, а это елка есть елка, сами понимаете. Ну вот так, вот. Вроде бы симпатично. Еще, девочки, я купила вот таких вот 4 стакана. Для компота, для напитков, для всего. Вот
Такие вот я и хотела. Вы знаете, я все на них, ну не на них, на подобные. Смотрела, они стоили в Хима, я показывала вам. Там 4 евро, по-моему, один, да? Или там даже 4 с чем-то. Вот и в экшене дождалась, они в итоге по евро продавались. Один в один. Не, ну плюс-минус. Ну без полосочки это без золотистой, ну а вообще такой же дизайн. А какой у нас Дашунь сейчас вот этот? Там, я уже не помню. Вот этот? Трэш-код. Как там трэш-код? Понятно. Вот там. С самого начала начинать, да, Даш? Хузин. Вот это? Ага. И где писать? Писать надо? Или учить? А, учить просто. Так, уроки у нас уже закончились с Дашей. Такое странное какое-то самоощущение. Ходим на час, а такое ощущение, как... Знаете, мы все-таки сколько проходили? 2 курса проходили на 9. И такое какое-то ощущение, что ты пришел утром, а уходишь вечером. Что-то такое. Все время эта серость. И день проходит вообще. Как-то так странно вообще все. Ой. Короче, я жду Марка. Даша побежала, она в торговый центр собирается ехать. Поэтому вот она убежала. А я жду Марка. У него нас раньше как-то отпускают все время. У нас учительница вообще сильно вообще не парится нами совершенно. Вот, а у Марка еще идут уроки, и мы с ним вместе пойдем домой. Вот поэтому я его жду. На улице такой ветер, сегодня был холодно. Я вообще никак не могу дома найти себе что-нибудь на голову надевать. Вышла сегодня, не подумавши, и прям, если честно, замерзла. Вот. И у нас вообще сегодня, смотрю, сегодня понедельник, еще такая погода. Ну это вообще, все такие какие-то... Во-первых, полгруппы не пришло. Несколько человек ушло во время занятий, а половина сидят какие-то, ну, ты смотришь, понимаешь, что не один, какой-то странный в этот день недели. Тоже что-то появилось с этим. Новая серия? А? Новая серия? Да что-то там прикольное какое-то же что появилось, не помню. Мы зашли в магазин купить воды. А, Валерий нас едет. Это искусство. У нас тут совместное приготовление ужина. Марк, мы вообще с ним начали, он попросил жареную картошку с грибами. Потом у него на ходу родилась идея сэндвича. Да, потому что он очень голоден. Мы пришли только с занятия не так давно. Пока собрали маму, отвезли ее на прием к врачу, Валерий повез. Валерий повез один, потому что там машина только 2. Ну, водительская и рядом сиденье. То есть, как бы сопровождающих, к сожалению, некуда было посадить. Вот, мы остались готовить ужин. И вот Марк еще, походу, начал придумывать бутерброд себе. Это просто идеально. У него там тост, у него там и жареные грибы. Кстати, он раньше их терпеть не мог, а потом полюбил. Вот эта курица с утра осталась, куриная грудка, кусочки. Так, у нас картошка, что-то здесь. Я купила эту рыбку, вот эту матис, огурчики. Маркуш, да, возьми ли вилочку или что. И Марк разрешил мне сделать контент. Ой, как ни странно. То не хотят, то поснимай. Не поймешь. А то сейчас у нас тут... Надо помыть эту бутербродницу, глянь. Кошмар.
Так, ну что, у нас уже 2 декабря, второй день зимы. Когда пролетела осень, я не знаю. Точно так же, когда пролетело лето. Вот, ну что, месяц подготовки к Новому году, к Рождеству. По идее, самый прекрасный, самый фантастический, волшебный месяц в году. Вот так вот. Попытаемся создать себе соответствующее настроение. Вот я сейчас еду, у меня полдня выходных, я Марка отправила на занятия. Вот сама еду за покупками. Короче, мне нужно купить носки, трусы, маме там, ну, такой по мелочи, потом маме там продукты, ну, в общем, такое. Вот. Надеюсь, что я побыстрее справлюсь, потому что нужно что-то приготовить дома покушать. Так, девочки, я уже дома. Верите, я не смогла вам вообще ничего снять толком. Я взяла с собой и камеру, и телефон у меня был под рукой. Но я ничего не смогла снять, потому что людей везде много. Как-то сегодня, то ли я оделась, жарко. Мне было очень жарко. Куда ни зайдешь, везде жарко. На улице, ну, мне тоже стало казаться, что жарко. В общем, в итоге очень некомфортно. Я ничего вам не сняла, но зато покажу, что я купила. Вот такие Марку купила топотухи дома ходить. Потому что высокие носки я ему уже покупать не хочу. А вот такие вот дома, мне кажется, будет удобно. Ну, по крайней мере, у него таких еще не было. Это Праймерк. У нас пол все же, ну, холодный пол. Потом вот такие вот взяла салфетки новогодние. Они, конечно, яркие. Хотелось бы, конечно, что-то такое более нейтральное. Но в Крисмас только такие остались. Ну, не только, но подобные. Имею в виду. Потом, ну, такое взяла. Марку взяла. Тут трусишки. Набор тут сколько? Вообще, по-моему, 5 пар. 16 евро. Потом взяла 2 футболки. Мне и ему. Ну, такие, чтобы... Ну, знаете, чтобы бывает под низ одеть. Под какие-то, под спортивный костюм там или под что-то. Вот две базовых белых. Обычные. Даже не базовые, а просто обычные. Самые простые. Обычные футболки. Потом... Это я себе взяла обычные. Такие тоже труселя. Потом упаковку носков взяла. Здесь сколько? 5 пар. Что-то за 3,50 евро, по-моему. Белые, ну такие повыше, высокие. Так, ага. Хотела взять елочку, такую, какую я Даше покупала. Потому что она нам очень понравилась. В общем, в итоге на месте передумала и взяла вот такую вот золотистую поставить здесь на стол. Они, получается, будут, ну, как бы, будет такой акцент на вот такой вот золотисто-коричневый. Тем более у меня раннер сейчас такой, как бы, поэтому вот так вот. Потом взяла кружку. Вот такой вот, смотрите, какая симпатичная, новогодняя. То, что надо мне. Вот, красивая, с оленятами. И все, девочки. Колбасу взяла, зашла. И молоко. Вот. Вот и все. Что я взяла? Взяла еще, знаете что? Взяла еще сюда новый коврик. Потому что, ну, этот, ну, кошмар, если честно. Он уже такой втоптанный. Я покупала тот, который вам показывала, как-то такой пушистый, беленький. Но он пошел у нас туда, стал прикроватным. Здесь, ну, как бы он совершенно не смотрится. Он маленький, потерялся. И он бы выпачкался уже, не знаю, на второй бы день уже. Купила сюда другой, сейчас покажу вам. Этот вообще уберу и выкину. Потому на нем прошелся, уже все видно. Раньше такого не было. И он уже втоптался. Ну, в общем, такой. Какой-то несвежий. Короче, уберу его. Так, ну что, раскрыла я его, примерила. Идеально он, конечно, подошел, но вообще я выбрала другой. Там тоже были ромбами, но был, ну, здесь было 2 больших.
Вот. Но он висел на, ну, как образец, да, он был как бы вместе с коврами висел. И я как бы вот такой вот выбрала, и он мне еще там и уступил, все. В общем, в итоге он мне дает запечатанный, ну, там вот какой-то такой леской, плотно привязанный, и говорит, вот возьмешь этот? То есть, говорю, ну, хорошо. Взяла тот, вроде бы так заглянула, тоже с черными, с ромбами, с этими. В итоге, ну, совсем не тот рисунок, который я смотрела. Он мне стоял, клялся, божился, что то же самое, просто запечатанный. Ну что? Ой, бляха-муха. Ну ладно уже, понятное дело, что я не понесу. Ладно. В любом случае, вот подушки такие с орнаментом. Ну что, ну пусть будет такой, с черненьким. Но уже ничего не поделаешь. Ну блин, ну везде нужно все проверять. Ну что такое, а? Капец. Так, я уже дома. Поделала все свои вечерние дела, прибежала домой. Вот, хорошо, что у меня дома чистенько. Знаете, как хорошо, теперь уютненько. Я так переживала, потому что мне же нужно было ехать. Думаю, господи, придут мои мальчики. Дома ничего нет. Вот, поэтому я купила, нашла готовую курицу. Вообще не было времени ничего готовить. Приготовила рис. И в итоге никого нет. Представляете? Если бы ничего не приготовила, обязательно все бы сидели бы дома, звонили бы мне, что у нас кушать, где-то есть, давай быстрее домой. В итоге вот так вот. Ну ладно. Вот. Зато у меня хорошее настроение. Сейчас мне чистенько, мне замечательно. Елочка тоже красиво вписалась. Я, конечно, хотела изначально такую зелененькую, как Даша я купила. Вот. Так она мне вроде как понравилась. А теперь смотрю, это вообще идеально вписалось в мою. Уже батарейки что-то подсаживаются. На моих все ж на батарейках. Все совершенно на батарейках. Так вот красиво, красиво. А вы бы видели, как у бельгийцев. Вот сейчас же с каждым днем все больше и больше видно вот этих разнаряженных квартир, ну и фасадов, и окна вечером, когда идешь, светятся, видно, как у них внутри. Ой, я не знаю, там сказка, сказка просто. И вот в этом магазине Крисма смотрю, бельгийцы же там одни бельгийцы практически делают покупки. И вижу по их, ну, то, что они покупают, да, по их корзине, конечно, красота, красота. У нас тоже ничего, симпатично. По сравнению с прошлым годом, о боже, это вообще сказка.